Друзья, всем привет! Это канал Фактограф. И сегодня мы поговорим о динозаврах, удивительных существах, которые когда-то правили нашей планетой. Несмотря на то, что прошли миллионы лет с тех пор, как они исчезли, мифы и легенды о них продолжают жить среди нас. Но какими они были на самом деле? В нашем видео мы развенчаем 10 самых распространенных мифов о динозаврах, которые до сих пор вводят в заблуждение даже самых увлеченных любителей палеонтологии. Признайтесь, думали ли вы когда-нибудь, что все динозавры были исключительно хладнокровными ящерами, покрытыми чешуей, которые издавали пронзительно громкий рев? Или, возможно, вы считаете, что время динозавров закончилось сразу после падения астероида? Приготовьтесь узнать правду. Мы расскажем вам, какие секреты скрывает их удивительная эволюция. Каждый миф, который мы развенчаем, поможет вам взглянуть на этих древних созданий с другой стороны. Но перед тем, как начать просмотр, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь устраивайтесь поудобнее и давайте вместе отправимся в доисторический мир динозавров. Динозавры были покрыты чешуей. На протяжении долгого времени палеонтологи считали, что все динозавры были покрыты чешуей и кожей, как ящерицы и другие современные рептилии. Даже само слово «динозавр», придуманное в 1842 году натуралистом Ричардом Оуэном, переводится с греческого как «ужасный ящер». Так было до тех пор, пока в палеонтологии не наступил золотой век, открытый благодаря современным технологиям. Тогда ученые выяснили, что многие из этих вымерших животных были покрыты перьями, как и птицы. Конечно, то, что у многих динозавров были перья, не значит, что ими было покрыто буквально все тело. Например, грозные тираннозавры имели перья в небольших количествах и только на спине. На сегодняшний день найдены останки десятков видов динозавров, у которых сохранились отпечатки перьевого покрова. И нет, древние ящеры, покрытые перьями, не летали. Перья помогали динозаврам регулировать температуру тела, что было особенно важно для небольших видов. Кроме того, существовали и динозавры, покрытые мелким волосовидным пухом, напоминающим шерсть млекопитающих. К примеру, как у мамонтов. Поэтому нельзя говорить, что все динозавры были одинаково покрыты чешуей. Велоцирапторы были большими динозаврами. Благодаря фильму «Парк юрского периода» мы все знаем велоцирапторов как крупных умных динозавров, покрытых чешуей. Оказывается, представленные в фильме велоцирапторы на самом деле выглядели совсем по-другому. Начнем с того, что их размеры были намного меньше, чем показали зрителям. Из-за характерного наклона тела, даже при его общей длине порядка 1,5 метра, велоцирапторы едва ли возвышались над землей на 50 сантиметров. Таким образом, среди современных животных их можно сравнить с крупными индейками. Автор романа «Парк юрского периода» Майкл Крайтон допустил подобную неточность осознанно. В книге он описывал дейнонихов, более крупных тероподов со схожим с велоцирапторами строением тела, которые могли достигать человеческого роста. Однако название «велоцираптор» показалось Крайтону более звучным. Использовав его в книге, автор породил один из самых распространенных мифов о динозаврах. Но кроме габаритов рапторов, фильм неправильно передал их поведение. Эти животные вовсе не были такими умными и дружелюбными, как принято считать. Рапторы не обладали выдающимся интеллектом. Это были одиночные животные, которые вели себя довольно враждебно друг к другу и не брезговали каннибализмом. Кроме того, в 2007 году ученым удалось выяснить еще одну отличительную особенность велоцирапторов. Они не носили кольчугу из чешуи, а их верхние конечности и, возможно, другие части тела были покрыты перьями. Динозавры были плохими родителями. Больше 100 лет считалось, что динозавры были безжалостными, равнодушными одиночками, которые не заботились о своем потомстве. Появление этого мифа имеет объяснение. Раз динозавры похожи на гигантских ящериц, и многие из них, так же как они, откладывали яйца, то возникло представление, что эти ископаемые животные, как и ящерицы, нисколько не заботились о своем потомстве. Проще говоря, были плохими родителями, бросали кладку, оставляя детенышей на произвол судьбы. Но динозавры отличались более сложным социальным поведением. Так, исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Scientific Reports, опровергает миф, что динозавры были скверными родителями. Там говорится, что 193 миллиона лет назад динозавры образовывали стадо и заботились о детенышах.
Родители ухаживали за яйцами так, как делают это современные птицы. Свидетельством этому стали находки ископаемых останков, из которых были сделаны выводы, что возле гнезд с яйцами всегда находилась минимум одна взрослая особь. Например, в Китае были обнаружены окаменелые останки взрослого филидрозавра, окруженного 6 малышами. Они были примерно в 4 раза меньше взрослой особи и предположительно принадлежали к одному выводку. Как считают палеонтологи, филидрозавр-родитель заботился о своих детях, и те повсюду следовали за ним. Также пеликозавры присматривали за малышами, устраивая что-то наподобие детского сада. Даже хищным аллозаврам было знакомо родительское чувство. Да, не все динозавры были примерными родителями, но многие из них заботились о детенышах. Динозавры были холоднокровными. Многие люди считают, что динозавры были холоднокровными, как рептилии сегодня. Да и сами палеонтологи на протяжении десятилетий спорили, были ли динозавры теплокровными, как млекопитающие птицы, или нет. Но сегодня ученые пришли к единому мнению – большинство динозавров были теплокровными. И подтверждает эти слова исследование, опубликованное в журнале Nature в 2022 году. Как известно, теплокровные существа потребляют большое количество кислорода для повышения температуры своего тела. Следы потребления кислорода остаются в костях. Поэтому исследователи из Калифорнийского технологического института изучили кости ног большого количества динозавров и сравнили их между собой. Результаты показали, что ящеротазовые динозавры, например, стегозавр и трицератопс, потребляли столько же кислорода, сколько и современные рептилии. Однако динозавры, такие как тираннозавры и велоцирапторы, потребляли гораздо больше кислорода, то есть были теплокровными. Удивительно, но такое деление не связано со способом питания. Более того, скорость метаболизма некоторых динозавров намного выше, чем у современных млекопитающих. Однако это открытие породило ряд новых вопросов, ведь высокий уровень метаболизма обычно считается одним из ключевых преимуществ, когда речь идет о выживании при массовых вымираниях. И когда 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид, динозавры, за исключением птиц, вымерли. Ученые предположили, что птицы выжили как раз из-за быстрого метаболизма. Но почему тогда многие динозавры с исключительными метаболическими способностями вымерли? Это заводит ученых в тупик. Динозавры ревели. Ужасный рев тираннозавра из парка юрского периода давно стал культовым. Однако ученые считают, что динозавры издавали совсем другие звуки. Они не ревели, раскрыв пасти, а издавали шипение или карканье, ворковали с закрытым ртом, подобно современным птицам. Многие динозавры также раздували шеи и издавали курлыкающие звуки для привлечения самок и отпугивания конкурентов. Дело в том, что конструктивно эти ящеры были ближе к птицам, чем к рептилиям, и они не были способны вокализировать, как те же современные аллигаторы. Ближайшим аналогом среди современных птиц могут быть страусы. Большинство ученых сейчас склоняются ко мнению, что динозавры издавали звуки с помощью специального органа, называемого сирингс. Такое есть и у птиц. Благодаря ему они чирикают, кудахчут и кликочут. Но нападали на добычу хищные древние ящеры молча. Ну правда, зачем предупреждать свой обед? Как бы там ни было, но убеждение, что динозавры ревели, чистой воды миф. Кинематограф придумал рев, чтобы усилить эффект страха у зрителей. Ох уж этот Голливуд. Динозавры были глупыми. Стереотипов, связанных с интеллектом динозавров, существует много. Откуда они берут свое начало? Отчасти это связано с тем, что у многих видов были относительно маленькие мозги. Их головы, защищенные плотными тканями, практически не оставляли места для серого вещества. Но с другой стороны, судить об интеллекте существ, живших 100 миллионов лет назад, от которых сохранились лишь окаменевшие остатки, дело крайне неблагодарное. К счастью, современные технологии принесли много новых данных о том, как динозавры жили и вели себя. Естественно, у всех динозавров размер их мозга был разный, как в абсолютной величине, так и относительно размера тела. Возьмем, к примеру, все того же стегозавра, которого часто высмеивают за его крошечный мозг. У этого ящера мозг был размером с грецкий орех и весом около 70 граммов, но это не означает, что хищники были такими же глупыми. Аллозавр и некоторые другие тероподы были относительно разумными по меркам юрского и мелового периодов.
А троодон и вовсе считается гением среди динозавров благодаря относительно большому мозгу по сравнению с размерами тела. С другой стороны, у наших любимых четвероногих друзей собак мозг примерно такого же размера, как у стегозавра. Вот только собаки весят максимум 100 килограммов. Это в 20 раз меньше, чем весил стегозавр. От тираннозавра можно было спастись, замерев на месте. Двуногий тираннозавр Рекс или ящер-тиран достигал 10-13 метров в длину и весил около 9 тонн, что сделало его крупнейшим в истории сухопутным хищником. В том же фильме «Парк юрского периода» тираннозавр показан слабовидящим чудовищем, способным распознавать добычу только по движению. К сожалению, когда дело доходит до динозавров, фильмы часто дают ложное чувство безопасности. Так произошло и в этом случае. На самом деле вы бы не спаслись от разъяренного тираннозавра, если бы замерли. Это чистейшей воды миф, что у короля динозавров было плохое зрение. Скорее всего, он видел куда лучше, чем современные хищники. У него было превосходное восприятие глубины, присущее современным орлам и ястребам. Даже если бы каким-то образом он вас не заметил или принял за дерево, он бы вас точно унюхал. К тому же, чем больше глаз, тем острее зрение. Неспроста у глубоководных кальмаров и рыб большие глаза, чтобы видеть в подводном сумраке. Вот и у того же тираннозавра глаза были тоже не маленькие, размером с грейпфрут. К тому же они смотрели вперед, а не в стороны, то есть у него было бинокулярное зрение. Так что если вдруг на вас когда-то посмотрит тираннозавр, то замереть – плохая идея. Лучшее решение – бежать, потому что размеры и вес гигантского тираннозавра не позволили бы ему передвигаться со скоростью больше 20 км в час. Нефть – это продукт разложения динозавров. Миф на самом деле достаточно смешной. Из него образуются следующие мемы. Раз нефть – это продукт разложения динозавров, а из нефти мы делаем пластик, а из пластика делаем игрушечных динозавров, то значит игрушечные динозавры – это настоящие динозавры. Да, нефть – это продукт разложения органического вещества. Но большая часть биомассы – это не какие-то огромные животные, даже небольшие или средние, а в первую очередь это растения. Небольшие животные, простейшие бактерии, которые населяют сушу и мировой океан. И еще маленькая загвоздка. Нефть существовала задолго до динозавров. Она формировалась в течение всего существования планеты, то есть более 4 миллиардов лет. Динозавры же царствовали на Земле лишь 160 миллионов лет. Но с другой стороны, этот миф не мог не появиться просто так, на пустом месте. Откуда же вообще возникло всеобщее заблуждение «нефть из динозавров»? Современные исследования говорят о том, что оно могло стать результатом обширной рекламной кампании нефтяной корпорации Sinclair Oil, начавшейся в 1930-е годы в США. Корпорация спонсировала археологические раскопки динозавров, отправляла гигантские модели этих созданий на всемирные выставки в Чикаго и Нью-Йорке, не говоря о всевозможной символике и сувенирах. И по сей день динозавр Дина украшает логотип корпорации. Ну и как тут не поверить в правдоподобность этого мифа? Динозавры моментально вымерли после падения астероида. Мы привыкли думать, что удар астероида – это что-то вроде взрыва атомной бомбы. Один бабах, и все бедные динозавры повалились кверху лапками. Действительно, приблизительно 66 миллионов лет назад для динозавров наступил черный день. Астероид диаметром примерно 10-15 километров врезался в Землю, оставив огромный кратер на месте современного Мексиканского залива и породил эффект ядерной зимы. По оценкам ученых, из-за изменения климата и сокращения кормовой базы в последующие тысячелетия постепенно вымерли до 75% обитавших на планете животных, не сумевшие адаптироваться к новым реалиям, в частности, почти все четвероногие весом больше 25 килограммов. Но некоторые динозавры все же уцелели. На то, чтобы привычные ящероподобные динозавры вымерли, потребовалось несколько тысяч лет после той катастрофы. Сначала постепенно исчезли крупные травоядные динозавры, так как из-за облака пыли, поднятого метеоритом, изменился климат и стало меньше растительного корма. А затем пришла очередь и хищников покинуть Землю. Да, удар астероида стал ключевым фактором глобальной катастрофы. Динозавры, жившие рядом с местом падения астероида в районе Мексиканского залива, погибли гораздо быстрее. Остальные виды древних ящеров, пережив длительное разрушение экосистем из-за последствий удара астероида, тоже канули в лету, но позже. Все динозавры вымерли.
Падение крупного астероида на полуостров Юкатан в Мексике стало началом конца существования для большинства видов динозавров. Но не для всех. Одна из 8 крупных групп динозавров, тероподы, пережила масштабное вымирание. Тероподы – это подотряд динозавров, которые перемещались на 2 ногах. Современные птицы считаются прямыми потомками тероподов. Да-да, вы не ослышались. Согласно современным системам эволюционной классификации, нет никаких причин не считать птиц разновидностью динозавров. Присмотритесь, ведь птицы унаследовали множество черт от своих предков. Например, определенные костные структуры, яйца и перья. Так что динозавры вполне себе живут и сейчас, просто в пернатом и летающем виде. Кстати, если вы думали, что крокодилы и динозавры родственники, то нет. Крокодиломорфы, предки этих пресмыкающихся, жили еще до рассвета динозавров в триасовом периоде и охотились на них. Так что, если хотите представить себе, как выглядели, вели себя и двигались динозавры, не смотрите на крокодилов. Смотрите лучше на страусов или хотя бы на куриц. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И обязательно напишите в комментариях, в какой миф о динозаврах вы сами верили, пока не посмотрели наше видео. Нам будет интересно почитать.